Мой проект «Апостол платит деньги» успешно работает. За 4 месяца я уже выплатил более 30 миллионов рублей. Сегодня я хочу обратиться к представителям и сотрудникам спецслужб РФ. В частности, к ГУ ГШ, в простонародье ГРУ, к ФСБ, к службе внешней разведки и, в принципе, к любым военным, которые работают с нашими предателями. Меня интересует информация о предателях среди силового блока нашего. Очень интересные люди из СБУ, ГУР, службы внешней разведки, полиции. В принципе, о любых людях в погонах, которые предали нашу страну и сливают вам информацию. За подобного рода людей я заплачу от $500 000 рублей. Плачу на карты банков РФ или в криптовалюте. Сумма может быть очень большая, в зависимости от уровня человека, которого вы дадите. Также обращаюсь к отставникам силового блока РФ. Если вы уже находитесь на пенсии, я могу очень сильно поправить вам ваше благосостояние. В принципе, все по классике. WhatsApp, он в приоритете для общения. Telegram, куда можно написать. Также здесь появится электронная почта и этот Telegram-канал. Пишите, все анонимно. Готов платить деньги не только в РФ, но и в Украину. В виде доказательств меня интересует переписка, звуковые файлы, голосовые сообщения, фото документов, куда вы платите, как вы платите. Информацию проверять будут от недели до месяца. Суммы большие, поэтому нужно будет подождать. Пишите, пообщаемся. Да, проходи. Присаживайся. Зак? Нет, Нет? контрактник. Контрактник? Да. Сам пошел по собственному желанию? Да. Именно ультрапатриот? Ну, не то, что ультрапатриот. Дело в том, что сложились такие обстоятельства, что пришлось идти. Звонить надо? Да. Пишет. Да, приняла. Поехали. Меня зовут Владимир, я журналист. Ваша фамилия. Даете ли вы добровольное согласие на запись и публикацию этого видео? Да, я даю. Хорошо. Тогда фамилия, имя, отчество, дата рождения откуда? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Семейное положение. Холост. Сколько полных лет? 34. Чего призвался? Сложились семейные обстоятельства. Можно поточнее? Был ранее судимый, повесили государственный иск слишком много. И мне нечем было его выплачивать. И плюс при этом надо на свое жилье копить, собирать как-то деньги. А зарплаты у нас маленькие, низкие. Поэтому никак не получалось и жить, и собирать деньги. Поехал убивать людей за деньги. Ну, почему вы говорите убивать? Дело в том, что не убивать. Как изначально было изложено, то что помогать ЛНР, Луганску. На Луганск же, на Донецк в 2014 году напала же первая Украина, начала атаковывать. Атаковывать? Ну, насколько мне известно, это я говорю своими словами. Ну. А какое вам дело до того, кто кого и как атаковывает в Украине? Ну, дело в том, что там начали мирных жителей избивать, убивать, что ли. Вы это видели? Это точно правильно сказать. Ну, это показывали по телевизору, по новостям. Показывали по новостям, как да, то, что там Майдан, то, что полетели ракеты, это еще при Януковиче было. Майдан же в Киеве был. В 2014 году? Да, в 2013. А в 2014? С Киева вот как раз-то это все и началось. То, что потом пошло на Луганск,
Агрессия пошла на Луганск. Угу. И вот вообще с этого всего и началось изначально. Понял. Еще что-нибудь об этом знаете? Ну, пока я на данный момент об этом ничего не знаю дальше. Ничего больше не знаете. Не входил в вас только информацию, то что времени не было. Угу. Понял. Первая смерть. Честно сказать, Донбассе. еще даже не приходилось убить ни одного человека. Не, первая смерть на Донбассе в 2014 году. Ой, не знаю, не вникал столько в политику, чтобы узнать, какая была первая смерть. Довожу до вашего ведома, что привезенные из России активисты убили украинца, который вышел за неделимую и независимую Украину в Донецке. Это была первая смерть. Ну, я же говорю, это я настолько сильно не вникал. Так. То, что я видел по телевизору, то я и говорю, то, что как нам показывали по телевизору. То есть, на мой вопрос, поехал ли убивать людей за деньги? Вы говорите, не поехал убивать людей за деньги, потому что по телевизору сказали, что Украина напала на другую свою территорию в Украине, и поэтому это снимает с меня ответственность, я могу брать автомат и ехать стрелять людей. Так? Честно сказать, во-первых, я поехал не то что стрелять, а я поехал вытягивать своих ребят, русских, раненых, и я попал в роту медицины. И у меня даже еще на данный момент не пришлось даже ни разу выстрелить в кого-то. Я просто вытягивал раненых наших и мертвых наших. За что гибнут ваши раненые и мертвые? Гибнут раненые и мертвые. Дело в том, что Получают ранения и гибнут. они, так же как и я, дали присягу России. Так, Мы присягнули на верность России. так. И поэтому мы как бы, если нас зовут, мы не вправе отказываться. То, что нас Россия позвала. У нас, Почему не вправе? а потому что у нас, если отказываешься, у нас либо дают срок, либо сажают в ямы и сидят в ямах. Давайте разберемся. Вы не можете отказаться, потому что вы дали присягу России, или потому что вас просто посадят? Угу. Вот это вот палка в двух концах, честно. Не, она об одном конце. Дело в И том, тут что нужно смотрите, просто выбрать, ради чего и почему вы идете. Значит, первое, вы сказали, это у вас были проблемы с деньгами. Ну, Значит, ваша мотивация – это деньги. не только. Не только. Дело в том, что когда я давал присягу, я становился на колено, также присягал на верность Да. России. Да. Второе, да, где-то меня в чем-то наши власти наказали на то, что иск мне дали слишком большой. Так. И тут же мне наша власть дала эту возможность иск этот погасить. Ну, то есть заработать и заплатить. Какая хорошая власть у вас. Так же, Такие как... молодцы. Что молодцы? Ну, говорю, такие молодцы ваша власть. Погасить, ваша власть прекрасная дала вам возможность погасить иск, приняв участие в боевых действиях, вторжение в чужую страну, в войне. Как хорошо, правда? Ну, я бы не сказал то, что хорошо. Это не то, что прям хорошо. Но и как у нас показывает то, что украинцы терроризировали мирных жителей. А вы посмотрели информацию с другой стороны? Или Нет, вам я не достаточно смотрел. того, что показывали у вас?
Нет, я не смотрел информацию с другой стороны. Не смотрели информацию с другой стороны. Значит, довожу до вашего ведома, что нацистская Германия, перед тем, как вторгнуться в Польшу, рассказывала о том, что поляки терроризируют немцев. Это оправдывает нацистов? Нет. А чем вы от них отличаетесь в таком случае? Ну, а в чем они, тогда я задам встречный вопрос, в чем они тогда терроризировали? Поляки, немцев, в чем они терроризировали? Это вам надо открыть Геббельса за то время и почитать, как именно они это обосновывали. Ну так притесняли. Вот как у вас рассказывают, что мы притесняли здесь русскоязычных. Вот точно так же во времена перед Второй мировой войной, перед вторжением, Гитлер рассказывал, что терроризируют немцев на прифронтовой территории. Ну, у каждого политика разная, и я особо не силен в той политике, которая сейчас. Угу. Мне призвали, я пошел, я не отказался. Но вы гордитесь этим? Ну, не то, что прям сильно горжусь, но как бы свой долг я пришел выполнять перед Родиной. То есть я не отвернулся от России. Вы все-таки считаете это долг перед Родиной? Да. То есть идти в чужую страну, убивать людей – это долг перед Родиной? Ну, у меня приказ. А приказы, если насколько бы- вы знаете, не обсуждаются. А если бы у вас был приказ убить маму? Нет. Что Таких нет? приказов Россия не отдаст никогда. Не, ну вы же не знаете, но это же приказ. Я же говорю, таких приказов Россия никогда не Хорошо, отдаст. а почему убить чужую маму в Украине Россия может дать приказ, а убить свою маму в России не может? Может, ваша мама будет признана какой-то иноагентом, там, предателем и все такое прочее? Навряд ли она будет признана кем-то. То, что она родилась и выросла в России, это во-первых. А во-вторых, нам не дают приказы, чтобы убивать матерей, женщин, мирных жителей. Но тем не менее они гибнут Ну, от чего они гибнут? от ракет, от бомб, от А артиллерии. скажите, я эти ракеты запускаю? Нет, ну я такой же же- говорю, есть вышестоящие органы, есть высшая политика. Вот Вот мое дело маленькое. человека, у которого маленькая... Какая конкретно у вас специфика была? Ваше маленькое дело какое? Мое дело Да. помогать раненым. Эвакуировать раненых. Да. Эвакуировать раненых. И эвакуировать мертвых. Эвакуировать раненых и мертвых. Этот раненый, которого вы эвакуировали, до этого что делал? Участвовал в штурмах, наверное, правда? Ну, я точно не знаю, я не могу этого Наверное, сказать. участвовал в штурмах, стрелял в украинцев. Потом его вылечат, он пойдет и снова будет делать то же самое. Это ваше маленькое дело. То его маленькое дело. Маленькое дело артиллериста заряжать в гранатомет снаряды и запускать их. Маленькое дело того, кто запускает ракеты, навестись и нажать на кнопочку. Все это маленькие дела. Вы думаете, кто-то здесь в этой ситуации лучше, а кто-то хуже? Все эти люди одновременно принимают участие в том, чтобы убивать других людей. Ну, знаете, честно сказать, я могу с этим поспорить даже. Давайте. Чтобы у них определенный род войск, Да. есть свой приказ, есть своя задача. Так. И у них ослушаться приказа, это так же, как и у меня, ослушаться приказа, это равносильно, что, не знаю, прострелить себе ногу, Ну да. допустим. Ну что? Мы не можем ослушиваться приказов. Это во-первых. Во-вторых, если они так делают, значит у них с вышестоящих органов был приказ. Правильно? Капитан Очевидность? Я не знаю, от кого им поступил приказ, поэтому я не могу говорить. Почему капитан очевидность? Не знаете, от кого поступил приказ? А им? Кто начал спецоперацию вашу? Кто ее объявил? Не знаю. Не Насчет знаете. вот этого я уже мне времени не было особо так размышлять, думать. Кто начал спецоперацию вот эту вот? Не знаете, кто объявил спецоперацию? Нет.
И то, тут даже не то, что прям спецоперация. А дело в том, что если б изначально, когда еще не было вот этой войны, если бы сели за столы переговоров и поговорили о всем этом, тогда уже... Вы не знаете, кто объявил спецоперацию, но вы рассуждаете о столах переговоров? Серьезно? Ну, это мое мышление. Я за свое мышление говорю. Я не говорю за кого-то там что-то. Сколько дней в году? 365. А население России какое? Не знаю. Вы не знаете население своей страны? Миллиарды. Миллионы. Какая разница между миллиардом и миллионом? Миллиарды, я имею в виду. Ну, это я так выразился, то, что неправильно чуть-чуть. Так миллиарды или миллионы? Миллиарды. Сколько миллиардов? Не знаю точно. Не знаю. Вы не знаете население своей страны, но вы рассуждаете о том, кому нужно было и как сесть за стол переговоров? Ну, дело в том, что, насколько мне известно, то, что там большие политики, да, у них свои головы. Капитан. У них свои головы. Ну, они-то помудрее должны быть, чтобы сесть вот так вот и поговорить. Как, что и где, какие территории. Кто объявил спецоперацию? Не знаю. Точно. Какая цель спецоперации? По моему мнению, вот эта вот цель вот этих операций всех, то есть, насколько мне известно, неонацистов выгнать с Украины. Это насколько мне известно. Где они? Ну, по крайней мере, это насколько мне было известно. Я понял, где они? Ну, я их здесь за вот это вот все пребывание, за 2 месяца в плену, я их не увидел. Видите ли, в чем проблема? Это... Вы знаете, что нужно защищать Донбасс, но не знаете ничего о том, как это все начиналось, кроме того, что вам рассказали по телевизору. Допускаете ли вы, что по телевизору могла быть военная пропаганда? Я не думаю, что военную пропаганду вот так вот по телевизору говорили. Вы считаете, что у вас по телевизору говорят правду? Да. Считаете, правду говорят. А по телевизору у вас... слышали ли вы по телевизору что-нибудь о потерях России, о том, как происходят вообще боевые действия? Об этом что-нибудь слышали? Нет. Ничего не слышали? Я слышал то, что частичные несутся потери, а сколько чего я не слышал. Давайте попробуем посмотреть, что говорили у вас по телевизору перед вторжением. Завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Возможно, о вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года. Хотя планов никогда у нас не было. Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину. Призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать? Бомба, яка розірвалася, таки... Украина никогда с нами не будет воевать. Ну а зачем вы это переключили? Ну, максимум 3-4 дня. Вы хотели, чтобы я полностью вам показал? Ну а зачем вы переключили то, что оно шло же дальше? Там мост взорвали. Кто взорвал мост? Вот этот. Скорее всего, мы. Ну а зачем вы переключили? Я же хотел посмотреть, если можно. Мы о другом чуть говорим. У вас по телевизору говорили, что никто ни на кого не собирается нападать. Это буквально за 3 дня до вторжения. Ну, а зачем тогда выходит мост? Выходит, вы начали тогда первый, раз наша страна построила мост, а вы его взяли, взорвали. Мост это был потом. Вы его взяли, взорвали. Мост был потом. Еще раз говорю. Мы сейчас говорим, я вам задал вопрос, могут ли у вас врать по телевизору? Может ли это быть военная пропаганда? Вы говорите, не может быть. А я вам показываю до вторжения Песков, Путин, Лавров, Лукашенко. Все в один голос говорили о том, что никто нападать не будет.
что не будет никакого нападения. Но напали. Так это была ложь или нет? Ну, дело в том, что напали, вы говорите. Угу. Они бы не нападали до тех пор, пока в нашу сторону, ну, в сторону России, видать, не пошла агрессия никакая. Так какая агрессия пошла в сторону России? Значит, чем-то же зацепили то, что пошла агрессия в сторону России, и поэтому Россия сделала ответ. Какая, я вас спрашиваю, агрессия пошла? Я не знаю, ну, там Вы понимаете, политика... у нас разговор с вами Политика, как бы она... такой. Вы мне говорите то, что вы видели по телевизору, да? Да. Когда я вам привожу факт лжи, вы говорите, ну значит, наверное, что-то было, а что я не знаю. Как думаете? Ну, так просто бы не начали войну. Скажите, правильно? Просто так не начинают войну. Войну Вот. начинают с какой-то целью. Вы мне можете эту цель сказать? Я нет, я не могу эту Ну. цель сказать. Что дальше? Мне вам сказать цель? Ну, цель — захват чужих территорий. Какая еще может быть цель? Ну а зачем тогда, вот раз вы говорите чужих территорий, да? Да. Начнем тогда по-другому. Зачем, если Россия и как Украина и Россия, она все в одном месте как бы была изначально, что начиналось? В каком месте? Когда казаки были. Какие Киевская Русь начиналась, правильно? Ну. Русь. Казаки или Киевская Русь? Ну, вообще они назывались казаки. Кто? Казаки назывались. Киевская Русь? Из Киева, которые. У вас сколько классов образования? У меня 7. Я таки понял. Давайте дальше, продолжайте. Я слушаю, мне интересно. Казаки, Киевская Русь. Что дальше? Но дело в том, что Киевская Русь, насколько я слышал, то, что она одним словом даже говорит Киевская Русь. Значит, это Россия? Киев. Киевская Русь — это Россия? Ну, я подразумеваю так. Почему? Ну, вообще-то она исходила из этого. Из Киева? То, что Киевская Русь, она Россия, она так и есть, когда при СССР даже. СССР? Это, ну, при СССР я еще, в принципе, там вообще маленький был, это я по разговорам слышал. Так. Ну, давайте, мне уже интересно становится. Что интересно? Дело в том, что, ну, насколько я знаю так, нарезки. Не особо прям. Расскажите про нарезки хотя бы, потому что ну, вы мыслите прям своеобразно. Ну, насколько мне известно, на то я и говорю. Давайте вернемся на исходную. Я вам сказал, что цель вот этой спецоперации — это захват чужих территорий. Ну. И вы начали говорить что-то вот, давайте. Ну а зачем нам, скажите, чужие территории? Это, во-первых, если Украина, это она и относилась к России, насколько мне известно. Когда? Точно не могу вам сказать. К России в какой форме она относилась? Я имею в виду, земля на карте даже стоит. То, что, Земля на карте стоит. ну, то, что я имею в виду, к России она, по-моему, присоединена. Украина. Вы когда-нибудь карту открывали? Давно. И что там, Россия и Украина — это одна страна? Я говорю давно, я не помню точно. При распаде СССР что произошло? Не знаю, еще был маленький в тот момент. Но вы слышали, что есть Россия, это отдельная страна, и Украина — это отдельная страна? Ну, Россия это Россия, базару ноль. А Украина, я так думал, что это к России она присоединена. Базару ноль. А Украина, вы думали всегда, что она присоединена к России? Да. Ага. Хера себе.
Не, у меня вопросов, наверное, больше нет, что я могу еще спросить. И человек живет в каком-то этом абстрактном мире Дело в своих том, что фантазий. вы говорите, территории завоевывать. У вас их не так и много, чтобы завоевывать территории. Это во-первых. И смысл, допустим, Россия вот так вот и Украина. Какая территория тут? Есть разница? В наши планы не входит оккупация. Вот. Еще раз подчеркну. Берите власть в свои руки. Сейчас. 5-7. Вы вот включаете то, что дело в том, что то, что говорится, а вы его берете и отключаете. Вы включаете свое, то, что вы считаете нужным. Я про цели. Не, я вам могу включить, В пожалуйста. наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Появление российских войск под Киев вот туда и смотрите. других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается длительного процесса результатов СВО, ну, конечно, это длительный процесс, может быть. Так, но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Ну вот, и такой все-таки значимый результат для России. Я об этом даже не знал, честно. Комментируйте как-то. Уже узнали. Я вам включил то, что вы сказали. Пожалуйста, комментируйте. Еще раз. В наши планы не входит. Ну, не входит оккупация. Мы никому Не входила. ничего не собираемся И- навязывать силой. Не знаю, насчет территории вот этих. Войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. Ну, У нас нет такой цели. Что касается длительного процесса результатов СВО, ну, конечно, это длительный процесс, может быть. Так, но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Ну вот, и такой все-таки значимый результат для России. я за вот это видео даже не знал. Ну, даже и не слышал за это. Ни по телевизору, нигде. Ну, Честно. То, чтобы захватить вот эти ваши территории. Он же ясно говорил, то, что нету даже в мыслях, чтобы оккупировать. ну. А почему в конце концов он говорит, что это значимый результат оккупации? У меня нет на это ответа. Давайте попробуем найти ответ. Раз уж мы с вами такие тут объективно общающиеся. Я же говорю, у меня на Я же это нет. выслушал ваши аргументы и про Казакова, и про Киевскую Русь. Вот, пожалуйста. Вот сидит ваш президент и говорит о том, что у нас нет в планах оккупации территорий. Это он говорит 24 февраля 2022 года. А в марте 2022 года, по-моему, он говорит, что появились новые территории, и это значимый результат для России. Объясните мне, как вы оцениваете эту реплику? Я не знаю, как даже. У меня нет ответа на этот вопрос. Давайте подумаем, попробуем найти. Я не знаю, честно, как ответить даже. Честно? Честно. Честно ответить. Честно, я не знаю, как даже ответить на это. У вас есть мобильный телефон. Представьте. Мобильный телефон. Да. Я подхожу к вам, говорю, дай посмотреть. Да. Говорю, у меня нет цели забирать твой телефон. Потом такой забрал. Меня спрашивают, ты зачем вообще к нему подходил? Я говорю, вот у меня появился телефон, это значимый, по-моему, результат. Как вы оцените такие действия? Знаете, скажу из точки ранее судимого. Это называется без лоха и жизнь плоха. Когда забирают телефон. Но этот же лох может пойти и написать заявление.
в наше время. А если, посадят не, этого не человека. просто забрал, а побил? Сильнее Это- тебя, гораздо сильнее тебя. Разбой, Больше. Подошел, забрал. разбой, Да. избиение. А теперь не И юридическую, статья не больше. юридическую, да, не юридическую оценку, а с точки зрения морали человеческой, если вам знакома такая вещь. Я же говорю, я с точки зрения, как ранее судимого, ранее отбывавшего А как наказание. человека? Это хороший поступок, подойти побить кого-то, забрать у него телефон. Нет, Плохой поступок? да. Подлый? Это Подлый поступок. подлый, не спорю. А говорить, что ты не собираешься вторгаться, не собираешься ничего оккупировать, а потом хвастаться тем, что ты оккупировал, это подлый поступок? Знаете, дело в том, что когда подходишь сразу, и это все делаешь, вот когда говорю сразу, а потом, уже через какое-то время это сделать с определенной точки зрения, да? Это уже посидел, тщательно подумал, решил для себя, как это что сделать. И сделал, да? Тогда это уже другая ситуация получается. Когда, допустим, подошел сразу, сделал это, а потом уже сидишь и думаешь, что да как. Другая ситуация, это когда сперва принял решение, что этого не делать, а потом посидел, подумал, нет, все-таки сделаю. И сделал это. Это уже другая ситуация. С моей точки зрения. Да. То есть, перефразируя вашу гениальную мысль, я так понимаю, что когда российские войска вторгались и шли на Киев, не было мысли забирать территории. Скорее всего, да. Но вот в чем дело. Вы же говорите, это люди мудрые. По крайней Вот мере... познакомьтесь, именно этот человек объявлял СВО. Именно этот человек объявлял СВО. Он сказал, я объявляю СВО. Он же мудрый, по вашему мнению. Он знал, что он делает, да? Ну, И целей не было оккупации территории, вроде Не было. как, да? не было. Но потом территории оккупированы. И он говорит, что это и была цель СВО. Ну, Я же говорю, это уже как вам сказать, перемыслил это дело, совсем по-другому сделал. Сперва получилось то, что одно, не было захват, не было цель захвата территории. То есть не думали, что оно так то есть получится. я иду, вас бью, да? Или кто-то там идет, вас бьет, забирает у вас телефон, потом говорит, это я по ходу просто придумал. А так я хотел просто побить. Вот так? Дело в том, что у нас вообще говорится по-другому. Хотел изначально сперва приколоться, как бы, пошутить. То, что, а когда ты уже забрать телефон, пошутил, вот забрал телефон, пошутил, как бы, шутка. А потом, когда ты уже начал кипиш поднимать. У вас сколько ходок? 2. А потом, когда уже кипиш поднимаешь, тогда уже приходится, чтобы не кипишевал, тогда уже приходится... Но следствие не сильно верит в такую версию, да? Какую? Что приколоться хотел. В такой Не мотив, знаю. да? Не знаю, как они верят. Не, ты можешь на дурачка кому-то объяснять, что ты хотел приколоться, но если ты забрал у кого-то телефон, то это статья, правильно? Конечно. Так тут то же самое. Дело в том, что раз получилось так, что начал кипишевать, я его побил, и тогда уже мне, нахер ты кипишуешь? Чтобы уже не зазря, тогда уже забирается. Чтоб не кипишевал, тогда уже забирается. А изначально что ты хотел от него?
Просто пошутить изначально. Вот даже фиг его знает. Просто пошутить? 200-тысячная группировка на танках заходит на столицу другой страны, чтобы пошутить? У нас сейчас речь идет не за это. За это. У нас речь идет за телефон. А вы говорите... Успокойся. Не надо. Не это. Абстрактное мышление это не всем. Так. Я же говорю, я могу со точки зрения как ранее судимого это рассудить. Угу. Рассуди с точки зрения любой. Вот это вот город Мариуполь, который был в 2014 году. Вот это город Мариуполь. После того, как вы его зашли, я не знаю, там спасать, освобождать. Как вы считаете? Нормально это? Нет, это не нормально. А ты понимаешь, что это произошло именно после того, как ваши войска зашли? Не раньше и не до этого. Это Донецкая область, типа Донбасс. Идем дальше. Это Северодонецк. Город как город. А это сейчас. Это нормально? Нет. Нормально. Дальше. Это Авдеевка. 2014 год. Это сейчас. Люди жили, кого не трогали. Пока вы не зашли, был нормальный город. А это он сейчас. Это Бахмут. Ну, у вас Артемовск называют. А это он сейчас. Вот это вот после того, как вы зашли. И вот это вот все территории, которые вы оккупируете. Потому что Украина и Россия, независимо от того, что вы там себе надумали, это отдельные страны. И это те территории, которые вы оккупируете. Только один момент. Жизни на этих территориях уже не остается после того, как вы их оккупируете. И вы принимали в этом участие. Раненых выносил, там еще что-нибудь делал. Все это винтики одной системы, которая направлена и нацелена на то, чтобы уничтожать целые города и оккупировать территорию чужой страны. Вот и все. Будут реплики? У меня нет нечего сказать по этому поводу, честно. Не, ну как, ну есть же, наверное, какая-то мысль. Мелькает же в голове. Ну ладно, я могу еще видео показать. Трупы, видишь, вдоль дорог лежат? Да. Вы хотите на войну, не тут делать, по телеку! То, что по телеку показывают, это зомбоящик. Почему этот военный понимает, что то, что по телеку показывают, это зомбоящик, а вы мне тут пытаетесь доказать, что там всю правду говорят? Не знаю, до сих пор думал, что там... Ну как же ж, не знаю. Там же говорят, что у нас тут нацисты. Кто нацист? Покажите мне. Хотите, я вас в город выведу? В российской форме. Покажите мне нацистов там. Ну у вас же по телевизору говорят, что у нас нацисты. Говорят, я же говорю. Ну, говорят, говорят. Говорят. С двумя ходками, с двумя судимостями. Ты веришь, что говорят по телевизору? Угу. Расскажешь мне. Верю. А вот это что такое? А там телевизор, туда не попадешь. Это ваши солдаты. Причем он не поврежденный, вход, вот, а нет, никак не вход. Ну да никак,
У них квартиры-то не маленькие такие. Просторные. Кроватку, наверное, заберу себе. Есть реплики? Нету. Да я не могу ничего сказать, честно. Не, ну был город, жили люди. Понимаешь, в твой город бы пришли, в твой дом, где у тебя мама, там, сестра, к соседям, где у них дети. Все нахер разнесли. А потом тот, кто разносил, сидит у тебя вот на интервью и говорит: не, ну так Украина, у вас же там территории нет, что у вас там захватывать? И вообще Украина это Россия. Ты хоть понимаешь, насколько дегенеративно это вообще все звучит? Я не могу ничего сказать насчет вот этого, честно. Не можешь. Конечно, не можешь. Потому что ты верил тому, что тебе по телевизору рассказывают. Тебе по телевизору покажут вот эти вот города уничтоженные? Нет. Нет? А чего? Что они не показывают, что вы здесь творите? Не знаю. Не знаешь? А вот это у вас по телевизору показывают? Что надо сделать? Смести Британию. Я, может быть, за то, чтобы по Лондону ядерной бомбой шлеп. Черик с лица земли. Стереть с лица земли и уничтожить нахрен Прибалтику. А что, и меня спрашивают, что будет с Грузией, что будет с Грузией? Что будет с Грузией? В Грузии или они угомонятся, или не будет никакой Грузии. Поэтому, боюсь, это будет просто несколько, может быть, точных, а может и не очень точных ударов по Тбилиси. Контроль над Черным морем должен быть в руках русской армии и флота. А Болгария, Румыния должна. Это не те державы, с которыми имеет смысл сюсюкаться. Просто шарахнем. Что? Шарахнем. Мы шарахнем. Сначала нам нужно закончить на Украине. У них есть уязвимые в геофизическом отношении точки, инициировав воздействие по которым мы можем США уничтожить физически полностью. Упреждающий удар по Франции. Как стороне конфликта. Признать стороной конфликта, если Франция быть не должна. На улицах Франции должна литься кровь. На улицах Германии должна литься кровь. Я сейчас требую спалить Берлин. Поэтому советую немцам покинуть Берлин. Хотел понять перед следующим, мы нахрен уничтожим все эти города. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Храбрые поляки, от вашей Варшавы не останется за полсекунды ничего. Храбрые немцы, так сказать, да? Храбрые эстонцы, храбрые прибалты. Все считают, что какая-то агрессия со стороны России происходит сегодня. Чушь какая-то, просто не знаю. Это у вас по телевизору говорят? Нет. Нет, это не у вас по телевизору говорят? Ну, по крайней мере, я не видел. А, не видел. Так это ваш телевизор. Ничего такого страшного, не ядерной зимы, которую все По крайней мере, я этого не видел. Я даже обрадуюсь. Поэтому я говорю, что нет. Это говорят у вас по телевизору. И это та самая военная пропаганда, ну на всякий случай, о которой я тебе говорил изначально. А вот это вот что такое? Посмотри, нажми, увеличь. Ну, это, насколько я понимаю, германский крест. Угу. Это буква Z. Угу. Из российских. Да. Потому что и красный, и синий здесь. Да. Ну. Не находишь ничего сходного? Символы разные, суть. Ладно, понимаю, сложно. Снова абстрактное мышление, сложно. А вот это вот не ваш военный говорит? По, скажем так, точности наведения, ну там буквально сантиметры. Сантиметры?
И это касается в том числе и церковных. То есть если стоит перекрестие, можно вот как снайпер попасть в перекрестие? Практически да. Если вот стоит пятиэтажный дом, то мы прицелились в подъезд. То где-то вот, если не в этот подъезд, то в соседний источник летает. По, скажем так. Познакомься. Это одна из тех самых мразей, которая истерла с лица земли вот эти города. Это ваш офицер. Это такой долг перед Родиной ты хочешь исполнять? Дело в том, что, значит, ему был приказ, чтобы выпустить такие... Я понимаю, что приказ. У нацистов тоже был приказ. У убийц каких-то тоже был приказ. Кроме приказа есть еще какая-то человеческая мораль, мозги. Зачем ты этот приказ выполняешь? Кто тебе и с какой целью этот приказ дает? Ты можешь ответить хоть на один из этих вопросов? Верховный главнокомандующий. Да, вот ваш верховный главнокомандующий, которого я тебе только что включал. Да. Отдает приказы. Да. Так это нормальные приказы? Гитлер тоже давал приказы. Ну и что, это нормальные приказы? Ну и все же выполняли его тоже приказы Гитлера. Не все. Не все выполняли. А те, кто не выполняли, их просто расстреливали, так? Или нет? Не всех расстреливали, не все выполняли. Не все это делали. Но я сейчас хочу понять, определиться. Те люди, которые не выполняли приказы Гитлера, это хорошие люди? Не знаю. А те люди, которые выполняли приказы Гитлера, убивали других людей, это плохие люди? У них приказ, они не могут его переступить. Ты знаешь, я вообще-то такого не говорю обычно, но ладно, воздержусь и в этот раз. Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш сын у нас в плену, вы об этом знаете? Да, я знаю. Как давно вы об этом знаете? Подождите, я вас плохо слышу. Я говорю, как давно вы об этом знаете? Я знала сразу. Мы знали сразу еще в декабре месяце. Его включили в список пленных? Не знаю. Вы обращались куда-нибудь, чтобы его включили в список пленных? Да, мы везде обратились. Что вам отвечают? Еще ничего не ответили. Вы будете с ним разговаривать? Да, буду. Разговор под записи для публикации. Привет, мам. Привет, сынок. Ты можешь тоже включить записи, записывать наш разговор. А у меня нету, я не знаю, как тут записывается. Как там у вас дела? Ничего, нормально. Мам. Потихонечку. Возьми ручку, тут наших пленных очень много, пацанов. Это самое, где минутку я строил, помнишь? Там Алиас Хаб. Магомедов Алиас Хаб Амарович. Магомедов. Стой, что ты делаешь сейчас? Маме говорю, чтобы она обратилась в ФСБ. А при чем здесь Магомедов? Магомедов это пленный какой-то? Нет, это там. Ну, хай обращается. Алиас Хаб Амарович. Алиас Хаб Амарович. Мадинин муж, мам. Хорошо, я поняла. Это самое. А теперь записывай. Илья быстро пишет. Нет, я пишу, давай. Шаранова Галина. Стой. Остановочка. Ладно, все. Смотри, сын Ваня может прийти ко мне, да? Мы позвоним его маме, и он там все расскажет ей. Ты сейчас будешь список читать, 200 фамилий, да, которым надо я понял. Сильно, ну так как-то Короче, мам. Все нормально, все хорошо, готовимся к огороду. Дайте я два слова скажу. Не все не все нормально и не все хорошо. Идет война, вы вообще знаете? У нас все нормально. А у вас все нормально? Я не буду говорить, что со мной. Я не хочу, чтобы сын знал, что мне плохо.
Не, я не говорю за вас. Я говорю, вообще война идет, вы знаете? Я знаю. Она не только у нас, не здесь, не между Украиной идет. По всей стране, по всему миру идет война. Угу. А вам легче от Я этого? знаю, Вам легче от этого, что она по всему миру идет? А зачем Россия напала на Украину? Давайте не будем это разговаривать. Это не мои вопросы. Почему? Не мои ответы. Ну как это? Ну ваш же сын же здесь находится. Я его просила не идти, он пошел. А, вы просили его не идти? Да. Ну хоть это плюс. Вы все сказали маме? Да. Все, говорите пока-пока. Мам, пока, целую, люблю, всем привет. Угу. Просила тебя. Мать надо слушать. Это да. До свидания. Ну. Ну, а как бы, допустим, если бы я ее послушал, как бы я отдавал долги государству. Вот, видишь, вот когда ты говоришь про свои долги и про то, что ты сюда пошел за бабки, это честно И государство оно когда мне ты дало. начинаешь говорить про присягу, про государство тебе что там дало, государство тебе дало возможность получить образование и пойти где-то там трудиться и работать, короче. Но ты пошел по другому пути. И этот путь тебя завел к тому, что ты бомж, нищий. И ты пошел сюда за бабки. И начинаешь рассказывать мне. Я там присягу давал, на колено вставал. Да, давал. Да, давал. Давал. Только дальше с тобой поговорить ни о чем невозможно. Потому что ты понятия не имеешь больше ни о чем вообще. Вообще ни о чем. Начиная с населения твоей страны и заканчивая тем, что Россия и Украина это вообще отдельные государства. Вообще отдельные государства. А если бы ты хотя бы это понимал, то ты бы понимал, кто на кого напал, кто куда вторгся и что ты оккупант. Я даже вопроса этого уже не задаю, потому что понимаю, что пелена. Что скажешь? Я ничего не могу сказать. Ничего не буду говорить. Пошел бы еще раз? Нет. Почему? Почему не пошел бы? Потому что я увидел здесь совсем иное. Так ты же на колено вставал, присягу давал. Эй. Ну объясни, что не пошел бы второй раз. Не пошел бы. Ну объясни, что увидел не то, что не то, что. А что ты думал увидеть? Ты думал, вы здесь идете строем с автоматами нацистов убивать? Так вы и есть нацисты здесь. Потому что вы сюда пришли. Я к тебе домой не пришел. А ты ко мне пришел. И сидишь здесь и несешь когда маразм, блядь, про Киевскую Русь и казаков, блядь. Отдайте Монголии свою страну тогда, если ты такие историки охеренные. Ты знаешь, что это все была территория Монголии когда-то, не? Нет. Не? Ну то посмотри. Хочешь, покажу? Экс-президент Монголии, после разговора Путина я нашел историческую карту, после там интервью Путина я нашел историческую карту Монголии. Вот смотри, Монгольская империя, видишь? Видишь? Монгольская империя какая была. Вот такая была, вот такая была. Тут России нет вообще никакой. Так отдайте всю свою землю Монгольской империи раз. Ну, чтобы восстановить историческую справедливость. Ну, раз ты мне рассказываешь, что Киевская Русь была. Сколько веков назад была Киевская Русь, ты хоть понимаешь? Нет. Не. Самое интересное, что да, она была, но какое это имеет отношение к теперешней России, вообще непонятно. И
есть она была здесь. Именно территория Украины. Частично или там полностью могла считаться то, что считалось Киевской Русью. Хотя никакой Киевской Русью она, конечно, не была, если уже на то пошло. Это книжный термин. Есть что-то добавить? Нет. Ну сидим, молчим 5 минут. Нет, мне ничего добавлять. У тебя есть друзья знакомые? Да. Что ты им посоветуешь? Идти сюда, в Украину, воевать или не стоит? Не стоит. Почему? Чтобы вот так вот страдали, как я страдаю, не стоит. Так тебе еще Быть повезло. в плену. Так тебе еще повезло. Или убьют вообще. Что ты в плену. Сколько на твоих глазах погибло? На моих? Да. Что я видел, мертвых. Около 100 я видел. Около 100? Да. А где это было вообще? Под Работино. В Запорожском направлении. Сколько времени ты там провел? С 5 декабря по 24 декабря. Как в плен попал? Мы приехали в блиндаж. Нас вывезли ночью. Мы в блиндаж заселились, залезли в блиндаж и ждали дальнейших распоряжений. Рацию включаешь, ее украинцы прослушивают. Ну. И начинают долбить, начинают обстрелы прямо по нам же. Ну. И до самого вечера не могли выйти с блиндажа. Вечером пришли, нас штурманули. Ну. Ваши там какие-то спецподразделения ваши. Ну. Вот так и попал в плен. Ну они как? Они подошли, сказали сдавайся, вы вышли, сдались или что было? Начали стрелять, начали нам гранаты закидывать. Да. А потом подошли, стреляли и кричали сдавайтесь. Так, и вы вышли, сдались? Вышел, сдался. Все. Один? Нет. Сколько было человек? У нас 6 человек было. Работино это какая область? Это Запорожское направление. Запорожское направление? Да. А с чего мы начинали? Луганск, Донецк? Ну, куда меня привезли? Я понял. Нет, да я не спрашиваю, куда привезли, не спрашиваю про приказ, про всю эту херню. Ну, я спрашиваю про то, что, про то, чем ты пытался обосновать мне свое присутствие здесь. Луганская, Донецкая область, Запорожская здесь при чем? Я же говорю, я вообще не думал, что меня в это направление привезут. Да не думал, это понятно. Одно дело, когда ты не думал, а другое дело, когда ты начинаешь говорить про то, что ты не знаешь. И еще один момент. Когда ты говоришь, что у нас территорий мало, что их тут забирать, да, давай я тебе просто покажу. Вот это Работино, видишь? Внимательно смотри. Видишь? 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 Вот это вот Харьков, вот это вот Днепро, огромные города-миллионники. Вот это вот Киев, вот это вот Винница, и вот это аж Львов. Вот это вот наши территории. А маленькое Работино, его на этой карте даже не видно. Понимаешь? То есть то, что вы оккупировали, это вот здесь. Вот это вот частичка, часть. Вот эта часть. А вот это наши территории, которых у нас, по твоему мнению, нет. Ты представляешь? А знаешь, сколько потерь вы понесли, чтобы захватить вот эту часть? Нет, не знаю. Не знаешь, но я тебе и говорить не буду. Ты сам видел. Вот то, что видел, того тебе и хватит. Мне кажется. Или ты думаешь, эти люди, которые погибли на твоих глазах, им сильно нужно было Работино?
Не то, что сильно им нужно было работено. У них, я же говорю еще раз, приказ. Да насрать мне на их приказ, блядь. У них жизнь есть у людей, мозги есть у людей. Причем здесь приказ? Толку, смысл-то надо понимать. Человеку надо понимать смысл. Знаете, даже испокон веков нас в армии изначально учили. Приказы не обсуждаются. Да никто не говорит, что они должны обсуждаться или не обсуждаться. Никто сказали, и поэтому... Да, я понял. Точно так могли бы сказать маму расстрелять. Приказы же не обсуждаются. Ну, маму это совсем... Мирных жителей. Приказ. Стрелял бы? Я? Да. Нет. Честно. Приказ. Он не обсуждается, приказ. Мирные жители. А чем он плохое сделал? А тебе бы рассказали, что они плохое сделали. Пытались передать координаты на вражескую сторону. Расстреляй. Приказ. Ладно, иди. Может, до тебя что-нибудь когда-то дойдет, хотя я в этом прям вообще сильно сомневаюсь. Я же нацист, по-твоему. Ну ты ж сюда пришел с нацистами бороться. Правильно? Как нам объясняли, да? Да хуй вам объясняли. Ты это понимаешь вообще или нет? Сейчас увидел своими глазами, я это уже понял. Да ладно. Когда увидел своими глазами. Да.